White Pocket и его неземные ландшафты оставался малоизвестным где-то до середины 15-х годов. А начиная с 20-х, благодаря социальным сетям, произошел взрывной рост его популярности. Сейчас он приближается по известности к волне. Особенность White Pocket в том, что он не относится ни к каким заповедникам или национальным паркам. Это так называемая земля BLM. Bureau of Land Management. Чтобы посетить это место, не нужны никакие разрешения, пермиты, здесь не нужно регистрироваться. Можно просто в любой момент приехать и увидеть все это. Можно даже остановиться рядом, парковка есть раскатанная, разбить лагерь, остаться на ночь, переночевать и снимать все это на рассвете. Я думаю, что эта ситуация с тем, что не нужно никаких разрешений, может скоро измениться. Поэтому надо ловить момент. Еще один момент такой, кстати, потому что это BLM, Bureau of Land Management, земля. Здесь можно даже летать на дроне. Это достаточно редкая ситуация, когда в таких вот охренительных местах нет запрета на дроны. Наш план на сегодня встретить закат в White Pocket и выяснить точно, сколько же времени нужно, чтобы добраться до White Pocket из Page. Сейчас 3 часа 45 минут, без 15:04. Мы только что выехали из Пейджа. И жара за окном 104 градуса по Фаренгейту. Посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем. Google говорит, что якобы можно доехать за 2 часа 10 минут. На каком-то веб-сайте написано, что надо ориентироваться на 2 часа 30 минут. Поворот здесь совсем такой внезапный и невзрачный. С шоссе на грунтовую дорогу. И вот эта дорога, мы поворачиваем 10:17. 10:17 это то, где нужно поворачивать на White Pocket. Здесь также ездят на арендованных траках или каких-нибудь там больших SUV арендованных. Ну и реально машины остаются в песке, здесь где-то застряют, и их проезжающие внедорожники вытаскивают. Есть и видео на YouTube. 6:30. Мы потратили 2 часа 45 минут, чтобы добраться до White Pocket. И у нас 72 мили от Пейджа. Сейчас без 15:07. Hello. Hey, hello. You just come out for sunset, huh? Yeah, that's the plan. It's not. They're not going to be much colors today for sunset. No clouds. Yeah, I wish there were clouds, but yeah. But You get what you get. beautiful. Когда приехали, стояла одна машина, которая возит туры из какого-то, я не знаю, из Канаба, что ли. Сколько их было? 5. Включая водителя? Да, всего 5. То есть 5 человек, 4 туриста и 1 водитель. После того, как они уедут, White Pocket будет принадлежать только нам. Здесь не будет никого. При этом пятница вечером, то есть те, кто приезжает, может освободиться на уикенд или начинает свой длинный отпуск, удлинять его уикендом. Я бы ожидал, что были бы здесь люди в пятницу вечером, но уж на это я точно не буду жаловаться. Но если ты здесь не бывал, то очень сложно разобраться, где какие части находятся, которые ты когда-либо видел на фотографиях. Окей, я нашел. Мы здесь были 1 раз, и то я так примерно знаю, где что, но вот это нагромождение хаотичных фигур совсем непонятно. А я искал вот это место. Особенность White Pocket, очередная особенность, если я о каких-то уже говорил, то, что здесь постоянно склоны такие извилистые, по которым надо опускаться, поэтому очень важно иметь соответствующую обувь. Наверное, лучше всего какие-то хайкерские кроссовки. Здесь нет каких-то
организованных троп, и поэтому просто бродишь как в галерее скульптур без путеводителя. Хотя весь White Pocket помещается на территории где-то 1,5 на 1,5 километра. Здесь абсолютно теряешь ощущение времени и не замечаешь, как пролетают часы. Это место, кстати, заколдованное. Здесь время течет вспять. Я вот, кстати, не шучу. Наташа говорит, только что у нее было время, показывало 9 часов. Потом мы ходим, она так, о, сейчас показывает 8 часов. Заколдованное место, и время течет вспять. Хотя, конечно, этому можно дать объяснение какое-то более банальное. Здесь рядом граница Юты и Аризоны, и они находятся в разных часовых поясах. И телефон постоянно переключается то на одну сеть, то на другую и показывает время с разностью в час. Как я говорил, летом здесь проходят муссоны, и предсказать, когда и какой будет дождь, невозможно. Но после дождя здесь собираются лужицы. И когда мы были здесь 2 года назад, вот здесь прям целое озеро было большое. А сама равнина, сама вот эта равнина дальше была покрыта сплошь маленькими лужицами. В этом озере даже были головастики. Я бы, наверное, разделил White Pocket на 4 части основных. Первая — это дерево. Оно ближе всего к стоянке. Потом первый ряд холмов. В этом первом ряду находится то, что я бы сказал, вихрь мороженого. Названий нет, поэтому можно называть как угодно. Вихрь мороженого и седловина. То есть здесь 2 интересные вещи. Потом третий ряд холмов. Здесь Над говорит, называют их ульи. И плюс вот этот холм, который у меня одинокий за спиной. Это второй ряд холмов. Третий и последний ряд холмов. Из интересных моментов там есть Белая гора и Гоблин. Этот Гоблин похож, я бы сказал, на каменные такие образования рядом с Лас-Вегасом. Называется Little Finland, маленькая Финляндия. Сколько нужно потратить времени, чтобы осмотреть все эти 4 зоны? Ну, сложный вопрос. Я бы так сказал, если вы из тех, кто быстро ходит, не тратит время на фотографирование, то, может быть, вы вложитесь в 2 часа. Например, мы сейчас ходили 3 часа. Мы ходим не спеша, останавливаемся много делать фотографий, но мы не смогли обойти за это время весь Белый карман. Он, конечно, 1,5 на 1,5 километра размером, но дело в том, что здесь ходишь постоянно вот так вот хаотично. Поэтому время очень быстро улетает. 9:40, пришло время уходить. Вчера, когда мы приехали, уезжала одна машина. И с тех пор, от вчерашнего заката до сейчас, вот до нынешнего момента, 9:40, здесь не было никого. И только сейчас пришла первая группа туристов. При этом сегодня суббота, выходной день. И на White Pocket не было никого, кроме нас. Так, пришло время уезжать. Сейчас приближается полдень. И я вижу 4 машины. 2 просто, видимо, сами по себе приехали. И 2 с экскурсиями. Но в субботу около полудня я где-то примерно такую ситуацию и представлял. Ну, в общем, подводя итог, скажу, что по уровню зрелищности White Pocket вполне может соперничать с волной. Хотя волну мы никогда не видели, мы видели ее только на фотографиях. Но если взять фотографии волны, поставить их рядом с фотографиями White Pocket, то White Pocket, вот, на мой взгляд, 100% выглядит круче волны. Если у вас есть возможность посетить его сейчас, то нужно ловить этот шанс, потому что
Судя по тому, как развивается местный туризм, со стопроцентной вероятностью можно предсказать, что количество туристов будет только расти. И, возможно, в ближайшее время будут введены какие-нибудь ограничения на его посещение. Поэтому хватайте внедорожник и спешите в White Pocket, пока есть такая возможность. Также смотрите наши другие видео о том, что нужно посетить, путешествуя в здешних краях. На этом все. До следующих встреч. Пока.